Сидоркевича Игоря очень понравились собаки. Я исходил из того, что у него... Удалялись, надо быстрее. Спокойно ты. Ну, задавил там несколько овечек. Ну, и этот хозяин, вой, там застрелю, убью. Они рысей загоняли, это самое, добывали мы рысей из-под них, и не раз. Ну, там одного подрежь, уйдет дальше за табуном. Прихожу, бля, первое время, раз, передние ноги сломаны. А Мухтар к нам попал, помню, такой был кобель, конечно, ломал, кто понимает, тот цену собаки поймет. Ну, был вот такого охотничка, так скажем мы. Вот еще по поводу GPS, что хочу сказать. Конаковские собаки, как к вам попадали? У Углича. Да. Ну, ездили ребята, брали там собак. Но они вообще как бы считаются универсальные собаки. Работали и пушнину, и зверя. Вот, но к вам больше попадали ж зверовые. Ну, а мы их изначально, они затачивали, то, что отстрелы большие были, они рысей загоняли, это самое, добывали мы рысей из-под них, и не раз. Ну, если где-то пересекал след, они загоняли и рысей, и это. А так все затачивали ну, сразу их на кабана. Ну, то, что брали, сразу лось, кабан, и они так. Когда белку отзывали, ну, начинали лаять пушнину, их отзывали, и они все, ну, они смелые были, все. А Мухтар к нам попал, помню, такой был кобель, конечно, ломал поросятам пятаки, хватит пятаки отломать. Тогда для меня ново было, что такие собаки, ну, я ж тут не слышал, тут это самое, не каждая бывало зайца якого задавит, это самое, кота, чтобы задавить надо собаки духа, понимаешь, поцарапает за нос. А там пятаки, это, ноги подламывают, ну, это ломали передние, вот был кобель у нас шарик русский, вот прием, оп, отломает переднего, лает, устанет, прихожу, лает, я иду, хер знает куда, по снегу, ну, найду его, найду. Там одного подрежь, уйдет дальше за табуном. Прихожу, бля, первое время, раз, передние ноги сломаны. Думаю, а он ползал кабан, а он его там, и стоит, уже устанет, отломая ноги передние, и это, послама, подгрызаете, и он ползает его. Она его там потиху это выедает. Я приду, и этот сидит собака. Первый раз пришел, ноги сломанные, второй, а потом понял, что это вот у него такой манера, чтобы устает, подламывает ноги и потом зовет это. Причем шел на хватку, отломал ногу. Молодец, умница. Как у тебя Так вот, был чем, тоже устанет, погрызет и лает, зовет уже. Мухтар к вам попал. А Мухтар как попал? Ну, такие же охотники, понимаешь, они не понимают, ну, или жалко людям. Кому-то, кто понимает, тот цену собаки поймет. Ну, был вот такого охотничка, так скажем мы. Там, как немцы говорят, хантеры эти, такие, не да, охотники, ни что. Вырвался этот Мухтар, ходили овечки, на собаке-то это, ну, задавил там несколько овечек. Ну, и этот хозяин, вой, там застрелю, убью, или дайте мне щенка там какого-нибудь, я буду там по белочке, по кунице ходить у кого, а этого кобеля вам отдам, то, что подавил в деревне овечек. Вот так забрали этого Мухтара. Бля, кобель был, конечно, крупный, крепкий, это самое. Кабанам пятаки отламал, даже вот по снегу бежит здоровый, там идет свинья лишь схватится, вот как борцы, блядь, лучше такой, кто кого, не уступать, снег глубокий, на тропе где-нибудь так я наблюдал случаи. И вот тоже уйдут, GPS нету, лосей постреляем,
пропал Мухтар, к примеру. Бляха. Ну что делать, домой же ехать надо, лосей идти сдавать на работу, там контора. Приезжаем, егерю говорим, проедь, ну там через день поглядит на то место, где мы лупили лося. Все, он где там не был, придет. Придет, и такой был, знаешь, вот придет там, что оставили мы ему, там желудка, там что-то еще. Он придет там и подъедает, и лежит под сосной. Машина, знал четко звук 66-й нашей. Как только все, сразу бегут с леса, хер знает откуда догоняют тебя. Все, машины идут, выйдя, смотря, егерь приехал, он говорит, вышел, поглядел, не наша машина, обратно в лес. Все, едем, забираем его. Ну так, ну приходили всегда в то место, ну где последнее, все. И, ну бывало, когда устают, у меня был случай, они ушли втроем, и уже вечер. И я местность не знаю, компас, ну компас у меня был, забью, где дорога лесовозная идет. А самое хорошо там церкви, я вам рассказывал, нет? Да, рассказывал. И вот я церковь беру, деревня Иванкова или Ивановка была. И это пришел, собаки работают, а уже стемнело, понимаешь? И мне, блин, я знаю, что еще несколько километров на дорогу выходить, а местность плохо знаю, бляха. Зима, а я в этих болотных сапогах лыжи-то бегал. И я такой начал свистеть, звать. Ну, собаки уже перестали, слышу, лаять. И приходит мой кобель. Пришел мой кобель, я его на поводок, выхожу, едет егерь, земля, наверное, Пухом Владимир Дувакин. Михалыч, а что ты? Да, вот собаки пришли, а где ваши? Я говорю, там где-то на лесовозе. Ну, садись, подвезем тебя туда. Ну, поехали, меня привезли, а собак нету. Собак нету, я на завтра побыли на работе, после обеда садимся на 66-ю и едем по лесовозной этим и сигналим. Проехали, бывало туда проедешь, собак нету, сигналишь. Едешь, у зеркала смотришь, уже с леса выскочили и бегут за машиной. Проехали туда, нету, назад нету. Я говорю, заезжаем туда, на поле, на то, где я пересекление поля в другой лес, где я вчера вышел босс ко мне. Я, короче, приехали, я говорю, ну стой, тут водили, я пошел. Последую я раз туда, последую, ну я слышал, где примерно они последний раз сказали. Пришел, гляжу, там, ну набегано, понимаешь, бля, хоть снег, ну набегано с собаками. Овраги там такие, блин, это, полз Волгу эти овраги. Я такой жив прихожу, ко мне пыш бегит. О-о-о! Я его, пыжок, иди сюда. А Мухтар такой, бляха, к рукам сильно не подходил. Пыш что такой. Я его такой чук на поводок. Подхожу, и этот стоит. Лежит кабан сигалеток. Они уже, ну, там добыли мы, и они уже устали, бля. И они уже как волки, понимаешь, бляха. Мякоть выедают, лёжки, побегают, пописывают и снова лежат возле этого кабана. Отдыхают, не выходят после. Устали, бля, и кушают этого кабана. Сначала вам, а потом себе. Ну, они уже себе, да. Ну, а что, не остались, уже как бы сутки прошли, это почти. И, ну, а мы же не день охотимся, а сколько дней собаки устают, и снег глубокий. И они уже кушают этого, тихо, потиху этого, да, поросенка, что делать. Задавили и кушают. Я подошел тихонько, пыжа подвел. А этот же такой, он был, Мухтар такой серьезный кобель, он не каждому. Строгий, да? Ну да, он не то, что он строгий, он не каждому доверял, понимаешь. Хотя я ездил на охоту, но он уже Меньшиков был, этот самый. Он и то к нему сразу, а мне так, я хоть и едем, там Мухтар, но он такой, знаешь, не сильно всем доверял чужим. И я такой, ну как бы я не чужой, постоянно езжу, ну сюда. Ну я подошел, так, Мухтар, он такой стоит, я так подошел, погладил, хоп, поводок на него, с пыжом подошел, перевязал, от пыжа отпустил. Все, пыж за мной пошел, а этот я вывел, приезжаю и говорю, это самое, так и так, говорю, бля, ну вот, ну выели уже все, ну, там сзади мякоть, ляжки повидали, Меньшиков, блядь, постреляю, волки постреляю. Я говорю, Леонид,
Ну как, постреляю, это сам. Ну собаки голодные остались, ну что это, да. Ну так же, а где, говорю, ты потом будешь искать? Ты же их позавчера только кормил. Да. День охотились, Не, ну там ночь что это, остались. да. А и кабанятину следующий день. собаки не сильно едят, которые даже рыгают это от теплой. Ну, когда она стынет, там еще уже потом привыкают, а так. Ну, я говорю, а что, где ты будешь потом натаскивать, брать собак? Где ты найдешь таких? А у Пыжа такой голос был, если он работал один, так как лет гудит, доносчивый голос, всех собак заглушал. Их 5 будет, и его только будет. Ну, самый такой сильный голос был у Пыжа. И собаки молодцы, вот, мне нравились они, конечно. Я тогда вот, ну, что я приехал тут, гонщик, ничего не видел. Тогда увидел первых зверовых собак, которых. Потом мой босс этот вот стал хорошо работать. Потом одного был, там парень татарин был. У него конаковский кобель был хороший. Они как-то с боссом спарились, хорошо работали. У егера был этот конаковский кобель. Потом он его угробил. А угробил как? Дал какую-то дозу от листов, дозу, коровью дозу, короче, дал какого-то яда для коров, короче, большую дозу, отравил собаку. Бля. И был в одного, помню, кобель конаковский, бля, вообще, Мухтар такой был. А тот был чем-то похож вот на Сидоркевича этого череха, да, такой, ну он был лобатый такой, ну рослый, понимаешь, рослый. Ну и черыш тоже. Да, рослый, одетый. Я вот приезжаю к нему, я хотел у него купить его. Это он в одиночку тоже ловил легенько этих сигалетков. Рослый, хорошо экстерьерный, хвост закручен. И что меня всегда у него поражало, он стоял у него в вольере на цепи. Он конаковский был кобель. Я у него спрашивал, он говорит, конаковый покупал. Будка. Возле будки выкопана ямка. И он у ней лежит. Я говорю, долго он лежит? Говорю, Адольф, пляй, говорит, пока воды не нале, потом пойдет туда. А так, говорит, зимой лежит, снегом занесет его и лежит. Это у будку не идет. Одетый, вот как сейчас у меня Тайфун. Шуба шикарнейшая. Лайки вот поглядел, сучоночка, у нее нету. Ну, подшерстка, остевого, такое, ну, слабое, это как бы, я думаю, в Якутии она замерзла бы и сдохла бы сразу. Это не западная сибирская лайка, вот что это одежда. А вот русак, да, русак это, конечно, шуба там, богато у него всего. С клещами, конечно, клещей в этой шубе. Не-не, я, Миша, обработал, я нашел лекарства, ни одного клеща, ни у щенков, никого. Хотя ползли раньше. А сейчас мне Юрка там с России, ну, поддавал лекарства. Я капельки такие все обработал. Люське, правда, на весеннюю охоту дал бровекту и обработал. И всех собак обрабатывал это самое, ни одного клеща. То, что ползут с травы в вольер туда. Раньше, бляха, и переплазмон, все, и сейчас щенки не болеют. Все. Тихо, тихо, тихо. Надо быстрее. Спокойно ты. Видал, какое место охуенно.
Один. Стой, стой, Саня, не стреляй, блядь. Давай кучу возьми. А кто там говорит, что мы там не эксперты, что мы не там Да, знаменитые? а мы не говорим, что мы эксперты. Да. Мы я рассказываем о своих чуть-чуть охотах. разбираюсь, я охотовед, я всю жизнь занимаюсь охотой. Я уже говорил, там, разбираюсь в товароведении пушно-мехового сырья. Так что, наверное, побольше, может, каких-то и экспертов. И с 86-го года я держу чистокровных собак. А мне цель не стояла передо мной, чтобы ездить по этим выставкам, по испытаниям. У меня была цель всегда, чтобы была хорошая рабочая собака. Ну, каждому ж свое, как говорится. Да. Одному нравится ездить на Нет, так вот испытания, эти я, состязания. Миша, даю 100%. Это вот Григорьев ездил, он говорил, у него и на площадке работали, и в лесу собаки. А большинство собак, кто вот эти ездят, заводчики, они не охотятся с ними, они только ездят по площадкам. И возьмите эту площадочную собаку, заведите в лес или у луг ко мне сюда, у некоси запутается, и через час она сдохнет или даже пойдет за кабаном, кабан ускочит эту бердушку, перенырнет на ту сторону, и все, она дойдет, потеряет этого и не поплывет. Так что все эти большинство чемпионов, которые спортсмены, они в охоте вам погоды не сделают. А вот эти, которые гау-гау, через воду, по некуси, они знают, когда фаточку сделать, они целые и работают. И с этими тогда будете. А те только забегит, заведет и сразу будет разбиты, если только мозги не включат. Переиграет кабан его. То, что он таких мудрых волка уже ни одного переиграл. Каждому свое, да. Один охотится, ему нужны собаки для охоты. Мы не занимаемся там, разведением собак. Нам в этом нет никакого смысла. Мы держим для себя, под свои охоты нам нужны вот такие собаки. Кому-то нужны там для загонных охот собаки, кто-то ездит, так скажем, с бригадами, катается. Есть люди, тоже бригада бригаде рознь. Есть места, вот там Витебская область, там вот как Игорь охотится, так там, извини меня, там десятки километров идут этот Осенторф, болота, тростники, там мелиоративные каналы в самих массивах. Там, конечно, собаки нужны серьезные. Кто-то ездит там ты в Брестскую область там приедешь, ну там кусочки леса. Это совсем другая охота, совсем другие собаки нужны. Кто-то катается просто там по испытаниям, состязаниям, ему нравится там с людьми пообщаться, там, ну и надо с чем-то туда приезжать, как бы так. Нам нравится охотиться, потому что мы не ради мяса туда ходим. А охота — это всегда приключение. Это всегда что-то новое, ты многое видишь, много у тебя вопросов появляется, ты ищешь ответы на эти вопросы, общаешься с опытными
Да, и когда собака начинает молодая работать, ты смотришь на нее, уже когда у тебя опыта столько собак побыло разных, я иду, я уже как бы вижу, что дальше, вот она начинает, она прибавляет, я уже вижу, что с нее дальше будет. Это само, как она ищет, что, какие у нее природные качества заложены в этой собаке. Понимаешь? Я вот с Тайфуном, я говорю, начинал норочку, тут поставил капкан, и все, он обыщет любую береговую линию, где-то задержался, я прихожу, там начинает копать, нюхать, гляжу, норка, выдра походила, все, ну ему это все у него заложено. Хотя у него и заложены сильные зверовые крови у него. И куниц мне нашел. И я в этом году все будет хорошо, я и продолжу с ним охотиться только на пушнину. Он уходил мне за 3 километра за лосем, чего я не хочу. Ходил, на лугу оказался бык. Это, ну, по следу. Он как пошел, бляха, за этим быком. Ну, пришел назад, 3 километра ходил. Так я, ему года не было. И первый раз он встал поднял этого лося, бля. Но мне это не нужно. Ну, он и бывает, их за косулей уходит. Ушли моментом чутье, гляжу, забегали, всю, пошел. Думаю, что там пересек след косуля, бляха. Ну, заложено у него инстинкт, охотничье качество, поэтому уходит. Мы ездили раньше на испытания, на состязания, но у нас была одна цель, это посмотреть собак и подобрать, что тебе нужно вот, получить. А когда уже получили собак, съездишь там диплом получишь, выставку получишь, оно тебе больше и, по сути и не надо. Ты охотишься, какой-то промежуток времени, вообще там у тебя 2-3 собаки, там несколько лет ты с ними охотишься. Потом уже тебе нужна скамейка запасных, ты уже начинаешь там подбирать, смотреть, еще же не с каждой сукой получается, и не с каждой вязки. Вот, чеканом, наверное, сук 8 или 10 вязали, а щенков не было. Потому что либо поздно, либо рано. А потом в прошлом году приехал с Мозыря, четко угадал, повязали, на ему там 7 штук, что ли, выкатило. Я считаю, вот и я заметил, мы не по кабанам, а надо натаскивать, смотреть вот это все с пушнинки. Белочка, когда они начинают слух свой, нюх, все это у них начинает разрабатываться, они начинают соображать, как искать. То и у вольера я привозил этих первых собак, они моментом находили кабана, сколько бы там собак не было. Обрезал, шух-шух, все они нашли кабана. А то бегают и по вольеру не могут найти. По вольеру, я говорю, не могут найти, потому что если кабан лег возле сетки, а ветер вот туда, а собака бегет здесь, все, она не найдет его нахер. Это понятно. Но если где-то что в струю попадает и не может найти, это уже, да, это уже ой-ой-ой. Ну, мы нашли для себя, я во всяком случае нашел, мне по Сидоркевича Игоря очень понравились собаки. Я исходил из того, что у него его собак много в родословных сидит. И учитывая то, что это человек, у которого нету там ни питомника, нету возможности держать кучу собак, у него такие были собаки, как Светлан, Самур, Чизгар, Маяуча, Икар, Чарыш, Иртыш. Серьезные собаки, универсальные. С ними, и он всегда стремился, и он меня учил, он очень много мне уделил времени, многому меня научил, много мне рассказал, объяснил. По линиям собак, меня консультировал по вязкам. Да, где-то там что-то получалось, где-то не получалось. У кого-то там я приобретал собак. Ну, все как бы было по-разному. Вот, но тем не менее, я этому человеку сильно благодарен. Он меня в собаках многому научил. Он всегда меня учил, что собаки должны быть универсальные. Ты должен с ними начинать от утки и заканчивая там лосем. Да, тогда у тебя будет всегда все в порядке. Да, пускай там не будет там перводипломников, там все прочее, но тебе с ними не будет скучно в лесу. И они будут устойчиво это все передавать своему потомству.
Перводипломники нужны для первого диплома. Не, ну у меня босс, вот он тогда, я помню, Трофимов судил его, ну, с Ярославля, эксперт. Вот. Он кабана, я последним пускал, он его там что-то быстренько нашел, поймал. Ну, хотя они давали там дипломы, потом сказали, кабан несерьезный, там 80 баллов дали ему. Ну, он поймал, вырвался, опять его поймал, вытянул оттуда. Ну, дали ему там второй диплом. По утке меня судил Трофимов, тоже там у Ярославля. Там босс заработал диплом. Он работал белку, утку, я с ним, ну, я рассказывал. Так что и зверя работал. Вот такие должны быть собаки. Мы И- с тобой еще застали Иртыша Сидоркевича. Да, да, да. Конечно, я помню. мы приехали Да, вязать черешом да, я помню, Дайно, и вот, по-моему, без хвоста, один глаз бельмом, уши все порванные. Видно, что собака был трудягой. Ему тогда лет, наверное, 10 было. наверное, я уже не помню. Это же было уже когда Ну это, да. 10 лет, 12 лет 12 назад. лет, ну. Ну, что надо ходить, собак брать от охотничьих, да и ходить в лес. Ну и самому надо прививать смекалку. А то другие такие ребята это себе и собак, когда растят, щенков особенно, надо вовремя глистов гонять и кормить, вырастить собаку и гулять, к воде приучать его, ходить с ним, все правильно, гулять, чтобы он развивался, чтобы он знал запахи все, это, ну, тогда получится собак. Тогда уже будет, когда вы пошли осенью на охоту, и он подрос, вы его поводили, он привык к воде, ничего не боится ни воды, ни техники, потом уже вы посмотрите дальше его, как он там себя проявляет у поиски, у вязкости. Ну да, если собаку вы Он взяли, до года он у вас просидел, в лес Не, его ну есть- привели, думаете, что он там чудеса начнет творить на первой же охоте. Но это один шанс на миллион. Да, это надо поводить. Ну, если кто уже опытные, ну, собачники, кто передержал, уже знает и знает, что ему нужно, он видит уже по щенку, что ожидать с него дальше. Да. А Надо- так, привели, у него там 1000 запахов ударили в нос. Да. Не знаю, что там делать. А один- если вы еще и один с бригадой сразу же на один- первую охоту, то... Один говорит, вот это самое, моя собака там все интересуется, бегает, ее зову, а она не хочет подходить. Я говорю, не надо звать. Не надо. Собака заинтересовалась, там начала копать крота, к примеру, или что-то. Она молодая. Чего вы ее зовете постоянно? Убежала куда-то в лесу, вязкость, ходит, свистят уже, потеряются. Земля не сгубит, ребята. Земля не сгубит. А если потеряется, ну и хер с ней. Если она постоянно теряется, вас не находит. У щенка она заложенная, ну, с детства. Она сообразит, должна сообразить, что след надо найти. Это самое. А если вы ходите, как ты рассказывал, отбегит, уже Да. взрослая, да, и теряется, начинает выйти, отбеги, она говорит, что она супер-пупер собака, да, а отбегает там на 50-100 метров и уже тебя не может найти, так пусть она лучше уже потеряется, эта собака. Потому Да. что с этой собакой неохота будет, одно мучение. Ну, да, потом. Как А Соловьев, потом его вяжут. как бы, всё это. Соловьев говорил, этот счастливые люди, это говорил, не подходит собака, меняйте, не жалейте, меняйте, берите другую. И стремитесь те к собаке, чтобы подошла вам. И что вы хотите от этой собаки? Или чтобы она вам лося гоняла и кабана, больше ничего. Или вы хотите, чтобы она универсальная. Но универсальная собака, она есть универсальная. С ней интересней, с ней. Так у нее все Вы- понятно, что все Вы работает. полгода будете охотиться. Да. Январь. Куничку нашла, молодец. Это. Рис загнала, хорошо. Ну, Медведя облаяла, не боится, отлично. Вот.
охотитесь. Вот еще по поводу GPS, что хочу сказать. GPS, он, конечно, он нужен. Во-первых, вы будете иметь возможность, приехав в любые массивы, у вас есть карта, и вы уже знаете всю местность. Вы не боитесь остаться по темноте, идти там на помощь собакам. Вы всегда выйдете к машине, выйдете на какую-то дорогу. Первый момент. Второй момент. Вы, да, там где-то вот пересекли там кровавый след, как мы рассказывали, отметку поставили. Вы приедете потом на это место, продолжите дальше тропить. Оближется зверь. Да, вы четко знаете, где находятся ваши собаки. Самое главное, что вы знаете, что с ними. Вот. У меня были случаи, 2 случая было. Собака ушла и на одном месте, и далеко, не работает. Я туда прихожу, она в петле сидит. Раз вот петля затянула, все, и она сидит. Вот. Стоят петли. Вот попалась сука. Этому самому, блядь, петлю на шею накинуть. Вот, пожалуйста. С проволоки. В петле. Ну, а без навигации что бы вы делали? Ну, походили, она начнет дергаться, начнет сильнее затягиваться Так петля. еще какая, Миша, петля может быть? С проволоки, Нет. она затянулась и подломалась. Самозатягивающаяся Не, идет. ну это не сама, это подломалось, это еще ерунда. А есть же петли с замками вот эти самые Но опасные. это тросы. Да, на тросике, которая. Это же вообще, она дернулась, а тем более, если собака, которая у вольеры, а мало стоит, ну, на цепях. Ну, на цепи поводок натянула и стоит, а это начинает дернуть. Дернулась, поджала, ей больно. Еще раз дернул, поджала. И все, даже хоть за туловище захватит, все, собаки кирдык. Я сам один раз попадал в петлю, тоже с проволоки. И ты идешь, раз у меня нога, оно, получается, затягивает и хоп, подламывает. То есть назад тебя не отпускает. Я сильнее ногу, думаю, что зацепился. Сильнее ногу, оно сильнее зажимает и сильнее подламывает. Я, елки-палки, в петлю попал. Ух ты, как кабан. Да, поэтому всякие случаи бывают. Нет, GPS это, ребята, у кого есть. Сейчас много трекеров, даже если у вас нету денег, там есть, ну, через телефон трекер купить, ну, чтобы вы хотя бы знали, где ваша собака, чтобы не волновались. Понимаешь, вот тогда вы будете более спокойно, вы будете видеть даже через трекер. Вот этот купил себе трекер такой через телефон, ну, как бы денег нету, там 1000 отдавать, ну, хотя бы что это. А себе можете и GPS это купить, самому по лесу ходить с картой, просто GPS есть, туристические также. Расскажу случай, приехал на охоту первый раз. Новый там коллектив и большие огромные массивы. Ну, первый загон, я с навигацией, потом второй загон, это было, ну, второй загон, наверное, часов 10 делали. Ну, а заходить, мне егерь сказал, куда идти. Я раз по навигации посмотрел, думаю, там через 2 километра пересечение квартальных. Он говорит, тебе надо попасть на пересечение квартальных, вот там идти на север. Я поглядел, ну, все вижу. Со мной местный. Говорит, что это у тебя там херня какая-то? А егерь повез номера расставлять. Я говорю, ну, навигатор, вот как бы, вот так надо идти. Говорит, не так надо идти, а вот так. Я местный, все знаю. Я говорю, ну, я понял, ну, я пойду, как мне егерь сказал. Вот я вижу, что вот там, говорит, пересечение квартальных не там, а вот там. Ну, в общем, мы пошли.
Я вышел, этого нету. Местного. Он как- А связи там тоже нету. Там массивы огромные. Связи нету. Ему давай звонить, абонент недоступен. Ну и что делать? И где его искать? И Чернотроп, осень. И все, нету, пропал человек. А дорог проездных нету, одна только дорога, по которой троллюют лес, возят. Ну, лесовозная. Да. В пятом часу вечера уже сумерки начались. И он позвонил этому егерю, вышел на эту Лесовозная. трель, ее там называют, на эту трель. И вот позвонил, говорит, что я вышел на трель. Так это прошло 6 часов. Вот и местные, все знаю, всю жизнь охочусь. Крутнешься бывает, всякое бывает в лесу. А когда GPS есть, ты все четенько выйдешь. Да, сколько раз я по темноте выходил. Вот вроде бы идешь, ну тебе вот внутренне говорит, надо вот так двигаться. Немножко компас сбился в голове, а навигатор тебе показывает не так, а он туда. Доверяешь навигатору, все, ты выходишь четко. А не будешь доверять, то это могут быть серьезно. На больших массивах, да, там на перелесках, но куда бы ты там не вышел, ты уже сориентируешься.